Ребята, кто-то хочет домой ехать? Откуда? Откуда сам? Есть документ у тебя? Хорошо, оставайся, я тебе покажу, куда идти, чтобы делать временный документ. И я тебя могу отправить домой. А где мужчина, который бросил очки вчера? Ему купить. Ты помнишь его? Конечно, я знаю. А его не вижу. Саша Очкарик. Да, Да. Очкарик, да. Здесь у нас это воскресная школа при Свято-Алинском мужской монастырь. Мы здесь собираемся как молодежь. И тут на кухне готовим еду. Каждую субботу и воскресенье мы кормим бездомных. Здесь готовим, а другие волонтеры у себя готовят еду. Меня зовут Тамерлан. Я приехал из Палестины, город Вифлеем. 2011 год я начал организовать кормление бездомных. Создал список, расписание. Например, Андрей, Наташа отметил, что они могут в субботу готовить первое, готовить второе. Но старался, чтобы их хватило, чтобы было первое для всех и второе. У нас были, правда, разные случаи, когда приходил бездомный, он пробыл какое-то время, потом через месяц или два приходил, он нормально, прилично одет, он мне дает даже 50 гривен, говорит, вот это накормление. Я увидел такая новая одежда, классная. Я говорю, что случилось? Ты был совсем другой человек. Он сказал, все волонтеры, подходите, я вам расскажу. Говорит, я с ними стоял там в очередь. А сейчас вот я сам прихожу, хочу помогать. Говорит, я стараюсь, вот я работаю, и слава Богу. Конечно, были тоже другие истории, которые именно закончились больно для нас. И мы много лет работаем с этими бездомными. Мы хотим, чтобы они могли стать на ноги, и их жизнь поменялась. К сожалению, некоторые из них они уже умирают от некоторых болезней. Просто он болеет, потому что он долгое время жил на улице. Пожалуйста, проходите. 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 Ну, я сейчас живу на территории Алинского монастыря, уже 6 лет здесь живу. И для меня это Одесса, Украина, это мой второй родной дом. И я не чувствую себя, что здесь чужой, в этой стороне. Есть любовь и преданности тайна, есть талант и мысли высота, но дороже не случайно всех достоинств наших доброта. Доброту отдашь, богаче станешь, доброту познаешь, боль пройдет, добротой не ранишь, не обманешь, доброта добром произрастет. Если б добротой нас награждали, если б был земной закон таков, меньше было б горя и печали, меньше обелисков и крестов. Бывают люди иногда неадекватные, тыкают пальцем, иностранец или что-то другое, или насчет русский язык. Да, были такие, со мной были. Но честно, я на это не обращал внимания. Потому что люди разные. У нас тоже все люди не святые, не все хорошие. Как по-нашему говорят, твои пальцы не одинаковые, они разные. И народ тоже сам везде. У нас так говорят. Вот.